Друзья, вчера мы с вами разобрали три изменения, которые сломали старый подход. Смерть синтаксиса, скрытие данных и уничтожение изоляции форматов. И главное, почему это все происходит. Потому что Google в экзистенциальной войне с OpenAI и Антропиком за доминирование в искусственном интеллекте. Google черпает прибыль от рекламодателя, аукцион искусственно завышается, скорость клика растет математически. Сегодня покажу, на чем построена новая методология магия Google 5.0. Начну с того, что изменилось в самой логике работы с рекламой. Потому что без этого непонятно, почему старый подход больше не работает даже у тех, кто все делал правильно. Раньше успех рекламы на 80% зависел от технической настройки. Куда нажать, как сгруппировать ключи, какие ставки выставить. С тех пор Google последовательно упрощал интерфейс и передавал все больше решений алгоритму. В итоге кнопок стало меньше, но свободы у алгоритма стало больше. Чем меньше ручных настроек, тем сильнее алгоритм зависит от качества данных, которые вы ему даете, и тем выше важность каждой отдельной настройки. Именно поэтому успех рекламы теперь на 80% определяется стратегией. Тем, кто контролирует входящие данные и как именно обучает алгоритм. Нажимать на кнопки стало проще. А вот управлять тем, что алгоритм делает с этими данными, намного сложнее. Те, кто сейчас учит или делает просто настройку рекламы, они делают только техническую оболочку. Но без жесткого контроля входящих данных алгоритм Google учится на том, что попадется. И находит конверсии там, где их проще всего найти, а не там, где живут реальные покупатели. Кабинет. Google Ads показывает рост, а в продажах тишина. Именно поэтому невозможно просто улучшить предыдущий подход. Необходимо полностью поменять подход с технического на стратегический, с работы над настройками на работу с алгоритмами. Потому что большинство рекламодателей, они делают одно и то же. Они запускают рекламу и начинают обучать алгоритм Google за чей счет? За свой счет. Платят Google за то, что он обучается на показе их рекламы. Алгоритм учится, и он учится на тех данных, которые получают. Если структура размыта, не выставлены ограничения, не учтены нюансы работы алгоритмов, то он будет оптимизироваться под пользователей, от которых легче всего получить конверсию. Боты, спам и нерелевантные люди, которые ищут бесплатно или вообще ничего не заказывали после звонка. А при этом реальных покупателей он будет игнорировать, потому что обучился на тех конверсиях, которые проще всего. Новый принцип строится на другой последовательности. Сначала мы используем внешние нейросети. ChatGPT, Claude, Gemini. Еще до запуска анализируем рынок и прописываем сотни ограничений, фильтров, которые не дадут Гуглу обучиться неправильно на неправильных данных или обучаться полностью за наш счет. Раньше этот процесс занимал недели. Люди собирали тысячи ключевых слов в Excel, потом 90% из них мало показов, куча работы, результата минимум. Сейчас это занимает минуты, и результат намного точнее, потому что фильтры выставлены до того, как потрачен первый доллар. Алгоритм Google получает с первого дня качественные сигналы и учится находить реальных покупателей. Именно это убирает те самые мусорные, спам-заявки, людей, которые говорят, я ничего не заказывал, не звоните мне больше, не берут трубку, несуществующие номера. Убирает весь тот мусор, который иногда составляет 80-90% от рекламы, о котором мы разговаривали в прошлом видео. Теперь, когда понятно, как работает фильтрация на уровне первого касания, важно понять, как это все встроено в логику работы всей программы. Потому что фильтрация поиска — это только первый этап. Программа магия Google 5.0 построена по принципу от первых денег к масштабированию. Сначала поисковая реклама с лазерной точностью, чтобы вы могли получить первые реальные заявки. Потом система ремаркетинга разнообразного для возврата тех, кто ушел без покупки. Друзья, ремаркетинга бывает кучу типов. Вы наверняка использовали только один, на самом деле множество разных форматов.
Потом используется видеореклама Performance Max баннерка уже для масштабирования на холодную аудиторию, пока там еще дешево, с использованием данных, полученных с других типов компаний, которые, кстати, по умолчанию сделать нельзя такого. Но можно вытащить оттуда стратегические инсайты и перенести на новый тип компаний. Таким образом, каждый этап опирается на предыдущий. И на выходе вы получаете единую систему, где элементы взаимодополняют и усиливают друг друга. Вместо создания отдельных типов рекламы, которые существуют в своей жизни, мы строим систему, где каждый тип рекламы, где этот тип рекламы, там, поисковая и видеореклама вместе дают 1 плюс 1 дают не 2, 1 плюс 1 дают 11. А еще добавим сюда грамотную лидогенерационную баннерку, и 1 плюс 1 плюс 1 будет не 3, а 111, потому что они синергетично усиливают друг друга. И завтра, друзья, я расскажу, для кого эта программа подходит, что конкретно нужно, чтобы начать, и отвечу на самый частый вопрос. Игорь, у меня маленький бюджет. Или я не верю, что Google работает для меня. Вообще это для меня реально? В следующем видео отвечу.